Надо мной 3 года издевался популярный ютубер. Это моя история. Причина, по которой я выпускаю видео об этом сейчас, это потому что у меня было много дел в реальной жизни, из-за чего я ушел с ютуба на несколько месяцев. И хоть и за долгое время все уже стихло, дело оставалось незаконченным. А также за это время появились новые зашквары. И конечно сейчас меня хвав почти не трогает, но в большой картине это не особо важно. Ведь если человек сделал это один раз, в будущем он найдет других жертв. Поэтому сейчас пришло время для моего возвращения. Пришло время в последний раз попытаться принести справедливость. Но перед началом видео мне стоит адресовать одну вещь. Перед выходом этого видео произошел один прикол. Я точно не знаю, как это произошло. Скорее всего, один человек, которому я показал раннюю версию видео, дал доступ к своему твинку, и так как он был подключен к основному аккаунту, тот человек, которому он дал доступ, получил его и к основному аккаунту, и слил мой видос Хваву. Таким образом, он получил ранний доступ. Ну, это моя теория. Я точно не знаю, что произошло. Камон, ребят, ну проявите, блин, терпение. Я хотел сделать сюрприз для Хвава, а вы, ну точнее, вроде один человек все испортил. Но в любом случае, несмотря ни на что, перед нами стоит одна правда. Неважно, сколько у кочерышки было времени на подготовку, это не поможет дать адекватное объяснение лжи и лицемерию. Ну что ж, я вижу, как вам не терпится наконец-таки увидеть мой шедевр, судя по тому, как вы рветесь увидеть его раньше времени. Несколько месяцев назад, кстати, был другой видос про кочерышку, и он хуйня. Так что пришло время мне показать вам настоящее разоблачение на Хвава. Для тех, кто не знает, HowWhatAndWhy — это большой ютубер по ПВЗ. Теперь вы знаете. Началось все с того, что я просто занимался своими делами, ничего никому плохого не делал, мирно существовал в этом комьюнити. И в один момент у меня появилась идея. На тот момент русское ПВЗ комьюнити было менее активным, чем сейчас. И до прихода в русское комьюнити я был в английском комьюнити ПВЗ моддинга. И так как в русском комьюнити не было ПВЗ моддинга, я решил сделать по нему русские туториалы и попросить других людей помочь мне в продвижении, чтобы распространить моддинг ПВЗ-1 в русском комьюнити. Таким образом, я хотел одновременно продвинуть мой канал и сделать хорошее дело. Спустя какое-то время Хвав по приколу начинает всячески насмехаться надо мной. Он мне писал всякую херню в комментариях, что не сохранилось, потому что я тогда его забанил, но там было примерно то же самое, что он мне писал в ВК, а также шутил про меня на стримах с целью унизить и выставить меня в плохом свете. Обосновал он это тем, что я нескольким ютуберам написал комментарии, в которых предложил прорекламировать свой канал с целью спасения русского комьюнити ПВЗ. А не за его претенциозные выходки, блять, когда он нахуй приходил в комментарии ко всем, блять, ПВЗ ютуберам, без преувеличения, ко всем, ко мне, к Лорку, к Хитздену, к Рандомшорту, к Юалтиму, блять, кому там еще, приходил ко всем ним в комментарии и выкатывал вот такое нахуй сообщение огромное. Привет, классное видео. Кстати, а я тоже снимаю видео. Вы можете зайти ко мне на канал. Вы можете зайти ко мне на канал. Вот стрелочки тут поставьте красные такие жирные. Вот ко мне на канал можете зайти. У меня там будут гайды по моддингу. Кстати, ПВЗ комьюнити умирает. И вы можете зайти ко мне на канал, чтобы его спасти. Потому что, ну, а еще вы можете пропиарить мой канал у себя в видео, чтобы спасти ПВЗ комьюнити. Ну, по итогу, вот чел. Вот. Ему PlayAlexF тоже выкатил огромный, блять, комментарий. Привет! Пропиарь меня, я спасу ПВЗ комьюнити, ведь я делаю мод Lava of Doom. Lava of Doom спасет все спасет в этом мире. А теперь пора подробнее разобраться в ситуации. Во-первых, в то время как я действительно писал комментарии у всех ютуберов, которых он упомянул, я далеко не всем им писал про спасение русского ПВЗ комьюнити. А именно я предлагал мою идею Рандомшорту и Юалтиму. И кстати... Без преувеличения. Так значит все-таки с преувеличением, ведь в комментариях Лорка, Фафнира и Меркурия я свой канал вообще не упоминал.
А Хваву вообще непонятно, как я мог написать подобный комментарий, ибо это было в то время, когда Кочерышка ушел с Ютуба после второй части хардмода. Но это все не особо важные детали. Что важно, так это то, что в своих шутках про меня он выставлял меня так, как будто я выставляю себя каким-то спасителем русского ПВЗ комьюнити. И его фанатики твердят о том, как я якобы говорил, что спасаю русское комьюнити ПВЗ. Хотя я на самом деле такой фразы никогда не говорил. И тут я бы хотел показать вам один пример на моем сервере, где человек скинул видео одного болванчика обо мне, где он говорил о том, как я не спасаю русское ПВЗ комьюнити. Хотя я и не говорил, что спасал. И так оказалось, что он был на сервере, поэтому я с него спросил за это. И когда я попросил его скинуть пример, где я это говорил, он мне скинул скриншот, где я этого не говорю. То есть он сам себе сшизил смысл для моей фразы, который я в нее не вкладывал. И короче, в итоге он понял, что облажался. Я, если что, не имел в виду, что это 100% сработает. Я просто предложил идею, ибо почему бы и нет. В любом случае, никто ничего не теряет. Я, блядь, единственный лучик света в этом бренном, блядь, мире. Вы должны все меня пропиарить, а я вам за это нихуя не сделаю, потому что вы меня должны просто безвозмездно пропиарить. Он даже деньги не предлагал. Я не говорил то, что я там последний лучик света этого комьюнити, или то, что ютуберы должны прорекламировать. Просто могут пропиарить, а могут и нет. Да и вообще, если бы я считал себя единственным спасителем русского ПВЗ комьюнити, то тогда зачем мне просить помощь других людей? Это само себе противоречит. Так чё с этим не так? Кроме этого, не забывайте, что Хвав тут как бы защищался от обвинения в том, что он без причины решил закибербулить маленького ютубера. И большинству людей показалась абсолютно адекватная причина, которая заключается в том, что я написал какие-то там комментарии. Написал и чё? Я же не писал ничего оскорбительного. Значит, я по факту ничего плохого не сделал, ведь я никому не принес этим вред. То есть люди вообще не думали. Им просто нужна любая причина, чтобы издеваться над кем-либо. Потому что это весело. И вся эта ситуация разоблачает, насколько социум полон лицемерия. Ведь, скорее всего, если спросить этих людей, большинство из них скажет, что они за все хорошее и против всего плохого. Но при этом они поддерживают травлю в мою сторону, наплевав на то, что я, как и все, человек с чувствами и целями. Конечно, какая разница, что мне это не нравится. Главное же, что это так смешно, издеваться над человеком просто ради развлечения. На сервере Кочерышки меня оскорбляли. Правда, мало что от этого, к сожалению, сохранилось из-за каши сервера. Но вот что сохранилось, так это то, что его аудитория приходила на мой сервер и писала всякую хуйню. А также то, что там были шутки типа «я поддерживаю австрийского художника» и эмоджи со стикерами, где я был изображен соответствующие. И очевидно, это просто пиздец. И когда Хвав столкнулся с этим при просмотре видео разбор разоблачения, вот как он ответил. Ебать. А кто это? Стас Пиво и Pussy Murder 9K 5000. Ну это мои вторые аккаунты, бля. Ну все знают то, что Стас Пиво и Pussy Murder 986 5 10 тысяч. Это, ну, мой второй аккаунт, как бы, ну, общеизвестный факт. Это я, сука, такая. Это я, блядь, рисовал на... Я лично сидел, отрисовывал эти ебаные смайлики, я их сам добавлял к себе. Потом, правда, удалил, непонятно зачем. Это же я их рисовал, что я свое творчество не суню. Ну, блядь, бывает, да. Ну, действительно непонятно зачем, учитывая, что он как минимум месяц их не убирал. А эмоджи даже в августе нынешнего 2025 года там все еще были. Из-за чего, если он своим непонятно зачем пытался показать, что он не причастен и вообще осуждает это, то это нелогично, ведь он мог убрать стикеры и эмоджи сразу. Что означает, что он не был против подобных картинок на своем сервере. Да и тем более, он сам шутил соответствующие шутки про меня. И после всего этого, он ноет о том, что его на моем сервере кибербулят. То есть большой ютубер жалуется на то, что его кибербулит сервер маленького ютубера, который в 100 раз менее популярный, и которого он сам же первый жестко и затравил. Представьте себя на моем месте. Ютубер с большой аудиторией распространяет хейт в вашу сторону, и люди это поддерживают. И куча людей смеются над вами. Так еще и происходят рейды на ваш сервер, и с вами рисуют оскорбительные изображения. Это было ужасно. Я бы также хотел ответить на некоторые слова, которые Кочерышка сказал на своем стриме про третьего и Лозда. Нельзя рейдить, вообще нельзя.
Ну, просто, типа, блин, PlayLXF так писал, я тоже решил так написать, короче. Подумал, типа, прикольно будет, если я так же напишу, как PlayLXF. Ну, он классный, да, ютубер, блин, за что его травить, вот я не понимаю. Ну, кстати, вот ютубер третий, он тоже классный, но он заслуживает травли, он заслуживает бесконечных шуток о том, что он тупой качок, он заслуживает бесконечных шуток про стероиды, да, потому что это другое, это не травля, это... Ну, нет, ладно, это травля, но третий заслужил. Вот, и когда, кстати, вот Лозду, вот после того, как он видос выложил, вот набежали там снова эти, блядь, ебаные фанатики PlayLXF, но это не было травлей, вот, когда они там писали ему то, что видос говно, блядь, мод говно, который он прошел, превью говно, все говно, он говно, мать его, говно, это тоже, короче, это не считалось травлей, это была конструктивная критика, короче. Я не очень понял, говорилось тут про меня или только про мою аудиторию, но насчет третьего, шутки про него не являются какими-либо попытками его унизить или выставить в негативном свете. Никто же не будет из-за них реально думать то, что третий колет себе стероиды. И людям на моем сервере было искренне интересно смотреть его канал. И я его уважаю. Но стоит сказать, что некоторые люди, конечно, оскорбляли третьего, что я осуждаю. А что насчет Лозда, я понятия не имею, о чем он вообще говорит. Я на видео Лозда никого не насылал, и я не нашел ничего связанного с этим случаем на сервере. Спустя какое-то время я подружился с человеком с ником Рестингер, который на тот момент был модератором на канале Хвава, а потом у них случился конфликт. Так давайте же разберемся, в чем дело. Сначала стоит кратко пересказать историю конфликта. В один момент у Рестингера и, по его словам, его друга Doom Games забрали музыку на ютубе, и Рестингер говорит на моем сервере, что это из-за дружбы со мной. Потом Кочерышка его банит и блокирует, и говорит, что Рестингер говорит, что его забанили из-за дружбы со мной. В то время как, по словам Хвава, он сделал это потому, что Рестингер спамил ему в ЛС и других местах. Потом Кочерышка также рассказал, что Рестингер хуесосил Doom Games на моем сервере, что Ред отрицает и вообще сказал, что они в хороших отношениях. И потом Хвав на стриме сказал, что сам Doom ему написал и сказал, что его срали. Мне это скинул сам Doom Games, он мне написал: блять, а я ведь когда-то считал Рестингера другом. А он по КД срет про то, какой я хуёвый на сервере PlayLXF. Теперь пора подробнее углубиться во все это. ВКонтакте он у меня вроде не заблокирован, но я просто не открываю с ним личку. У него там свыше 50, блять, сообщений нахуй. 50 сообщений, это он мне за один вечер написал. Рестингер нигде Кочерышки не спамил, и никаких 50 сообщений за вечер, о которых говорил Хвав, не было. Он эти сообщения написал за несколько месяцев. Вот, например, несколько из этих последних 50 сообщений. Хвав даже не открывал переписку, прежде чем говорить это. И в основном Ред болтал на темы, за которые Кочерышка шарил. Он спамил мне в личку нахуй, не в личку, на сервере, блядь, на остальных серверах, блядь. Он когда меня увидел на сервере PlayLXF, все у него нахуй, блядь. Фу, нахуй, что? Hot invite, блин, черт. Из общих серверов, кроме сервера самого Кочерышки, у Реда и Хвава был только сервер Лорка, где Рестингер к нему не приставал. И такой бурной реакции на факт того, что Кочерышка когда-то был на моем сервере, не было. Еще, допустим, Рестингер действительно спамил Кочерышки всякой хуйней. Вы, возможно, помните, что в том самом разборе разоблачения Hot NY человек сказал, почему бы просто не сказать ему перестать делать это. И на это Кочерышка высказал просто охуительный аргумент. Если тебе не нравится то, что я там, блядь, ну там что там, про PlayLXF стикеры рисовал, почему бы просто не написать мне в личку, что тебе это не нравится? А зачем делать разоблачение? Блин, реально, все же так в жизни и происходит. А почему Путин войну с Украиной не остановит? Украина же может просто написать, типа, блин, Путин, а нам не нравится война, у нас люди умирают. И Путин такой, бля, натуре, люди же умирают, все, останавливаем. Это ж так и работает в жизни, блядь. Бля, уровень мышления этого человека. Окей, давайте я объясню, в чем отличается случай с Рестингером с тем, что на серии Хвава добавили оскорбительные стикеры со мной, и с тем, что Россия напала на Украину. Видите ли, Хвав и Рестингер находились в положительных отношениях, и Рестингер, если бы он не спамил неинтересной херней, делал бы это не специально, поэтому Кочерышка и мог бы просто попросить его перестать это делать, в отличие от случаев, где Хвав намеренно кибербулит меня, и Россия намеренно атакует Украину.
Далее Кочерышка говорит, что Рестингер думает, что его забанили за дружбу со мной, но на самом деле он этого никогда не говорил. Он сказал, что у него забрали модерку за дружбу со мной. Про бан он такого не говорил. Он меня просто в один момент доебал, я его баню. Потом, что я вижу? Он пишет, короче, то, что я его забанил за дружбу с Алексом. Я такой, ебать. Пиздец, блядь, человек настолько не хочет признавать свою вину, что он, блядь, выдумывает какие-то нахуй левые причины, почему я его забанил. Нет, не выдумывает. Предположил Рестингер, что у него забрали модерку за дружбу со мной, кстати, не безосновательно. Ведь до этого Doom Games на мой сервер присылал скриншот LS с Хвавом, где Кочерышка прислал скриншот этого сообщения. Правда, вскоре Doom свои сообщения удалил. Я их, к сожалению, не сохранил. Но хоть и не сохранился сам скрин, сохранились текстовые сообщения Дума благодаря логеру. И по ним, и по моим сообщениям видно, что на скрине как раз таки было то, о чем я говорю. После чего, всего лишь 3 дня спустя, Хвав, по его словам шуточно, сказал, что он отнял у Рестингера и Doom Games модерки за дружбу со мной. Когда этот чел появился у меня на Discord сервере, я, соответственно, в ироническом ключе написал: да, конечно, я тебя забанил за дружбу с Алексом. И тут? Кстати, я снял с тебя модерку, когда увидел, что вы дружите. Вот это вот. Кстати, я снял с тебя модерку, когда увидел, что вы дружите. Кстати, а я правда крыл хуями третьего. Это правда. Кстати, а я правда желал лорку смерти, ведь у этого есть пруфы, вот они. Но ведь по таймлайну Рестингера забанили на ютубе после снятия прав модератора. А стал он говорить, что с него сняли модерку после так называемой иронии Хвава. Теперь насчет ситуации с Doom Games. Во-первых, на этом скриншоте ничего такого нет. Рофлю с Doom Games это хейт в его сторону? Рофлить с кого-то не обязательно означает что-то обидное. Видимо, Хвав так говорит, потому что это у него обычно рофл, это хуесосить людей. Кстати, еще стоит отметить то, что тут упомянут Делириум, которого даже не было на сервере, когда были написаны эти сообщения Рестингера, что показывает как минимум то, что Хвав совсем не разбирался, прежде чем это писать. Во-вторых, как вы уже возможно знаете, Рестингер утверждал, что они с Думом вообще друзья. А потом Кочерышка сказал на стриме, что ему в LS Doom Games писал, что его хуесосит на моем сервере. Но спустя какое-то время сам Doom Games создал новый аккаунт, так как потерял доступ к старому, и зашел на сервер. Сначала было непонятно, реально ли это Doom, но потом все прояснилось, потому что он говорил Рестингеру вещи, которые только они вдвоем могли знать. А также потому, что он начал конфликтовать с человеком, с которым конфликтовал до этого. И он сказал в ЛС Рестингеру, что на самом деле Хваву он написал просто то, что не понимает, что смешного в том, что он играл на старой версии, а не то, что его хейтят и что он думал, что они друзья. И конечно, кто-то может сказать, что это могло быть подделано. И да, это вполне можно было подделать, но тогда не кажется ли вам подозрительным то, что Кочерышка отказывался показывать ЛС Думом, тем более учитывая то, что тут по факту происходит логическая несостыковка, ведь он уже рассказал на стриме, что ему сказал Doom, поэтому в чем смысл не сливать ЛС, если он уже на стриме все проговорил? Хотя все-таки стоит учесть, что возможно, например, Doom Games по какой-либо причине сказал Хваву одно, а Рестингеру другое, или что-то еще в этом роде. Да и будем честны, то, что я показал, все-таки не является стопроцентными доказательствами. Но несмотря на это, что можно точно сказать, так это то, что Рестингер и тем более Делириум Doom Games не хейтили. Далее, я бы хотел рассказать о ранее упомянутом Делириуме. Сам Делириум человек, конечно, не святой, но это не мешает тому, чтобы отметить бред, который нес Хвав в ситуациях с ним. Он является одним из ключевых людей в конфликте моего сервера с Хвавом. Началось все примерно после того, что произошло с Рестингером. И на моем сервере другие люди уже обсуждали Хвава на тот момент. В общем, Делириум понял, какой Кочерышка хуесос, и некоторое время спустя Делириума забанили на сервере Кочерышки после мута за то, что он объяснял человеку, который нес дезинфу про ПВЗ мод, что он не прав. То есть Хвав обвинил его в том, что он без причины грубил участнику. Хотя он сам много без причины токсичит своим подписчикам. И не только. При этом критикуя за это рандом шорта. И как он агрессировал на свою же аудиторию в комментариях без причины, неоднократно. Да и вообще заявляет о том, что он эти общественные нормы в рот ебал. Я порой наоборот как раз пишу «умри, убейся», чтобы неженки в ахуе сидели, что он пожелал смерти. Угу. Не, ну я хер знает. Просто, может, я что-то не понял. Или у тебя такой мета-ироничный юмор.
которые не все Да не, это просто типа, это как сказать, я не верю в Бога. Ну, там, среди верующих, например. Или там, блядь, я не знаю. Да любую хуйню просто прийти в аниме-клуб, сказать аниме до... Ой, чуть не сказал слово плохое. Так, это тише. Ну, короче, это просто, это вот есть, этот, как это, конъюнктура, а ты можешь быть такой, типа, против конъюнктуры. Но вопрос в другом, типа, ну... Где эта грань, когда быть против конъюнктуры, это еще нормально так. Ну, то есть, прийти в чужую зону комфорта и начать говорить, типа, да вы все уроды нахуй, и я вас в рот ебал. Ну, это такое себе, да. А когда в обществе, вообще во всем в обществе, не в каком-то там конкретном его ответвлении, а вот прям во всем обществе какие-то устоялись уже определенные нормы, которые, которые я, в рот ебал по стечению обстоятельств, да. Ну, а чё бы, типа, не ебать их в рот публично, собственно говоря, не понимаю. Тогда почему Рандом Шорту и Делириуму нельзя тоже забить на общественные нормы и грубо отвечать людям? Почему их слова нарушают чужие зоны комфорта, а то, что Хвав говорит, нет? Почему-то такой привилегии достоин только наш сегодняшний гость, а другим так нельзя. Вернемся к теме, но Делириум никак этого человека не хейтил. Его разве что оскорблял Пиет, который был вместе с Делириумом в тот момент. А сам Делириум просто нормально объяснял, почему он не прав. Да и к чему тут то, кто сколько играет в игры. И если мало играет, то тогда пусть не распространяет дезинформацию. После этого Делириум уже полностью начал вместе с другими людьми обсуждать зашквары кочерышки. А Хвав в то же время говорил, что Делириума забанили за выебоны. И поэтому он всем рассказывает, какой кочерышка плохой. И начал постоянно ныть о нем. Например, на стриме своего друга-ютубера по Geometry Dash Light он сказал вот это. О, бля, знаешь, кто тебе это написал, это сообщение? Делириум. Знаешь, кто это? Но он с тобой как-то связан. Ты видел, я спрашивал, кто такой Айрон, что такое? А, ну, А, и он, вот, короче, бля, это какой-то нахуй мой ебейший сталкер, он, блядь, следит за каждым моим действием в интернете, у него есть там хейт-сервер меня, где он со своими друзьями сидит, обсуждает все мои сообщения, все вырезки с моих стримов, это пиздец, он шиз нахуй, это пиздец просто, блядь. с кайфом. Он говорил о том, какой Делириум сталкер и следит за каждым его действием, хотя есть просто такая функция в Дискорде, как поиск по слову. И что Хвав писал про Делириума, он находил просто вбивая свой ник в поиск. За неделю, кстати, нередко накапливались от десятков до сотен упоминаний Делириума от разных участников сервера. Также Кочерышка на своем стриме и не только рассказал про то, как Делириум делал рейды. Они доебывают еще и моих друзей, блядь, Doom Games'а, Дортина, Фэдоу Ревью, блядь. Они ко всем заходят на Дискорд сервера своей, блядь, сворой по 10 человек и начинают срать что-то, блядь. И в то время как рейд на Фаду реально был, причем рейд в данном случае был только на Дискорд сервер. Никаких рейдов на телеграм-каналы этих людей не было. В ТГ Делириум зашел вообще в одиночку и просто спорил про бету X-мод. На Дортина же никакого рейда не было. Рейды с кого? Рейды с двух человек, которые не спамили, а просто общались? Кстати, вот что он еще сказал насчет случая с Фаду. Делириум разразился там аж что-то комментариев на 5, тоже длиннющих, где просто с оскорблениями, прям с оскорблениями писал: ты такой тупой, ты такой анскилл, блядь, и при этом пытаешься что-то говорить про мой любимый мод. Он это сказал на том же самом стриме, на котором оправдывал грубые ответы комментаторам. И говорил о том, как он эти общественные нормы в рот ебал. На сервере Дортина, кстати, у них произошла с Хвалом стычка насчет некоторых вещей, о которых я говорил ранее. Я бы просто хотел обратить внимание на один момент. Red Stinger здесь говорит о том, что Кочерышка по факту нарушил правила своего собственного сервера. А именно, он строил из себя жертву, ноя о Red Stinger и Делириуме. На что Хвал ответил, что он говорил все это одному конкретному человеку. После чего Red спросил, тогда почему он писал это все на сервере, а не в ЛС. И Кочерышка сказал: ну понимаешь, рациональное мышление не всегда идет бок о бок с человеческими желаниями. Знаешь, рациональный КамАЗ не всегда идет бок о бок по твоему ебалу. Что он вообще пытался этим сказать? То, что он это делал, потому что он не думал рационально? Разве это не то же самое, что признать, что сделал хуйню? Почему это было сказано таким образом, как будто это аргумент? Да и вообще, кстати, иронично, что на его сервере было правило не быть токсичным, когда сам он является одним из самых токсичных людей в русском ПВЗ комьюнити.
Особенно забавно, что здесь написано не провоцировать людей на конфликты и не травить их. И кроме этого иронично то, как он говорит о ранее упомянутых рейдах, то что эти маленькие ютуберы и так зашуганные общественным мнением, а к ним еще и приходит большая шайка. При том, что он устроил мне травлю намного хуже, чем рейд сервера. Так еще и участники его сервера говорили о том, что люди на моем сервере занимаются травлей Хвава. При том, что он сам первый начал меня кибербулить, хотя я никому изначально ничего плохого не сделал. И говорили о том, какие участники моего сервера ебанутые. При том, что у самих бывали сотни упоминаний делириума в неделю. А также такие экземпляры, как, например, чувак, который написал кучу людей на моем сервере какую-то хуйню. Включая тех, которые не связаны с ситуацией. И зарегистрировал кучу аккаунтов на разных сайтах под моим ником. Что для людей на сервере Хвава не показалось ненормальным. А он еще, кстати, слил бетку обнову на PLZ DLC мод. После чего меня еще забанили, но быстро разбанили, когда я объяснил ситуацию. И после всего этого и вещей, о которых я рассказал ранее, это мы ебанутые. Но об окружении кочерышки я расскажу позже. А сейчас я бы просто хотел рассказать о некоторых зашкварах Хвава, которые я не могу отнести в какую-либо отдельную группу. Поэтому просто расскажу о них сейчас. После бана Делириум стал скидывать различные зашквары кочерышки на мой сервер. Ну так вот. Почему бы не разобрать некоторые из этих зашкваров? Первое, что я бы хотел разобрать, это его слова по поводу летсплейщика под ником 3, в которых он говорит, что он его хуесосит и переманивает себе аудиторию Хвава. Мне не понравилось то, что он начал снимать Brutal X, когда он у меня захайпил, а потом при любом упоминании меня в комментариях начинал говорить: ой, блядь, да этот Хвав, да он хуйло ебаное, он вообще играть не умеет, да как его смотреть нахуй можно? Вот я трачу по 30 часов на один уровень, я никогда не использовал никакие читы, а ебаный Хвав, он использовал автокликер на уровне размаж зондри. Во-первых, Кочерышка говорит, что 3 его хуесосит из-за этого ответа на комментарии. И тут ничего такого нет. 3 просто критиковал видео Хвава и никак его не оскорблял. Во-вторых, если бы он действительно хуесосил, то каким образом это влияет на факт того, что 3 просто делал видео по актуальной теме и интересному моду? Просто потому, что мод в русском комьюнити стал популярным из-за Хвава, не делало бы странным то, что 3 снимает его. Потому что личность и контент — это отдельные вещи. Тем более, он этим даже делает хорошее, ведь его туториал по тому, как открыть 7-й этап, помог людям его открыть. Еще один из его кусков полнейшего бреда в Дискорде был тогда, когда он упомянул мой сервер и сказал, что там, оказывается, в какой-то момент РССХ был общим врагом. Откуда он это вообще взял, я понятия не имею. И участники моего сервера немного порофлили с этого. Ну и напоследок я бы хотел разобрать одну вещь, которую Хвав написал в комментариях человека, который сделал видео про него. Большинство из того, что он написал, это, конечно, личные разборки Кочерышки и автора видео. Мне тут интересны только его слова про то, как БКЛ отказался ему делать одну вещь, связанную с видео, со словами «была такая мысль не снимать просто», и в то время как такие слова были, имелось в виду совсем другое. Вот была такая мысль не снимать просто, он имел в виду, что у него была мысль о таком, просто он не планировал снимать. Конечно, это было сформулировано на самом деле странно, но во-первых, если подумать, что тут имелось в виду «давай ты не будешь снимать», то тогда почему идет скриншот, связанный с тем, что Кочерышка хотел? А во-вторых, можно было лучше разобраться, прежде чем делать выводы. Например, он даже не спросил, почему Бяка такой вдруг сказал, когда по его словам ему стало обидно. Ну то есть никак не попытался разобраться. Ну конечно же, зачем разбираться, если можно сразу сделать вывод и говорить хуйню. Кстати, вообще можно в некоторых ситуациях заметить, как он гиперболизирует слова других людей, доводя их до смыслов, которые не были задуманы. Например, когда кто-либо в комментариях ему говорит, что формат плохой, он начинает грубить и говорить о том, что он ничего никому не должен. Хотя никто и не говорил, что он кому-то там должен. Человек просто высказал мнение о видео. Это не то же самое, что сказать, что Хвав обязан делать видео, которое нравится кому-то. Да и можно вообще недалеко идти за примерами. Ведь можно вспомнить то, как он выставляет мои слова так, как будто я себя выставляю каким-то спасителем. Хотя моя цель заключалась просто в том, чтобы продвинуть моддинг в русской комьюнити ПВЗ, а не показать, что я какой-то крутой или что-то такое.
Теперь наконец-то пришло время поговорить о его окружении. Друзья Кочерышки, как и он сам, являются крайне мерзкими личностями. Одна из вещей, которыми они занимаются, это кидание страйков разным ютуберам. Например, мне прилетел несколько месяцев назад. Делают они это заранее, создавая видео, на которые они потом ставят тамбнейл видео, которые хотят страйкануть. Причем именно так, чтобы дата выхода их видео была раньше даты выхода видео какого-либо ютубера, из-за чего система ютуба думает, что этот ютубер спер превью видео. Вы об этом уже, кстати, могли знать из видео про ситуацию с Молцером на втором канале Кочерышки, где он, кстати, упомянул, как мои друзья подключились и начали говорить о том, что Хвав поддерживает страйки. И тут подключаются уже друзья PlayAlexF. Выясняется, что страйки-то я, оказывается, не кидал, но зато охотно их поддерживал. Еще одно охуительное умозаключение, блять. Благо в этой истории они никакой роли не сыграли, так что хуй с ними. И да, Делириум это говорил, но он в ситуацию не подключался самостоятельно. Ему первым написал человек с вопросами. А потом, видимо, тот человек отправил скриншот Кочерышки или его друзьям. Делириум никуда не подключался и публично вообще не упоминал тему со страйками до видео Хвава. Конечно, Кочерышка напрямую это все не поддерживал, и плохие действия друзей человека не обязательно делают самого этого человека хуже. Но это одно дело дружить с людьми с более мелкими проступками, по типу незаслуженных оскорблений в чью-либо сторону или бытланского поведения. И совсем другой корешиться с людьми, которые занимаются или поддерживают настоящую чернуху, при этом еще и иногда шутя и намекая на эти абсолютно уебанские поступки. И кстати, хоть в большинстве случаев он ничего напрямую не поддерживает, все-таки есть один, где он уже действительно поддержал страйк человеку. А именно одному ютуберу, который сделал видео про ПВЗ. И его обоснованием для этого является то, что он сделал плохое видео с пересказом чужих видео, где он еще и ошибся в некоторых местах, при этом зарабатывая больше Кочерышки. И это просто пиздец. Во-первых, насчет пересказа чужих видео, я так понимаю, это что-то типа обвинения в плагиате. Ибо если нет, то к чему это вообще? И в видео чувак сначала говорит об истории Джорджа Фана, потом про контент PvZ 2, а в конце о том, что PvZ хайпануло из-за модификации, творчества и мемов. И тут напрашивается вопрос, а что тут вообще можно сплагиатить? Все это является просто дефолтной информацией, которую говорили все. И я так понимаю, в этом заключается претензия, в том, что видео ничего нового не привносит. Но подобное происходит постоянно со всеми популярными темами. Например, вышел Messenger Max, и несколько людей делают про него видео с фактически одинаковой сутью. Но и опять же, контент и личность отдельны друг от друга. Плохие видео не делают человека плохим. Максимум, за что можно предъявить личности автора видео, это, наверное, за дезинформацию. Да даже если он на ютубе только ради заработка, он по факту почти ничего плохого не делает. Еще одна вещь, которую я бы хотел упомянуть, это то, что один человек из их компании достает или доставал моего друга, который является абсолютно нормальным человеком, что не остановило неадеквата от того, чтобы 5 лет до него докапываться, включая рейд моего сервера ради этого. Сам Хвав, кстати, рейдил мой канал, что перешло, конечно же, и на сервер, из-за чего на мой сервер массово зашло более 60 долбоебов. Еще было 2 случая, когда друг Хвава призвал спамить личку моим друзьям. Кстати, я помню, что был один случай, когда Кочерышка забанил несколько участников со своего сервера, и про одного человека он сказал, что он неприятный, хотя он абсолютно нормально общается. И то есть получается, что он неприятный человек, а вот эти люди, с которыми он дружит, типа пиздец приятные. Да и самого Кочерышку приятным тоже, конечно же, не назвать, учитывая, что он нередко без причины проявляет агрессию к людям. Например, я помню случай, когда человек просто решил рассказать о себе, и он вдруг начал как макака кричать о том, как всем похуй. Или еще он сказал, что притворяться маленькой девочкой это мерзко. В контексте разоблачения человека, который готов грумить детей... То есть он говорит, что ловить грумеров это мерзко? Это что-то на уровне директора Roblox в недавней истории, когда забанили человека, который боролся с грумерами. У этих людей также есть группа, в которую они добавляют людей, чтобы их массово хуесосить.
Что мне, кстати, напоминает о зомби-панке, которого также добавляли в эту группу. Дело заключается в том, что сначала зомби-панк и Хвав общались, а потом панк ему надоел и они перестали общаться. Ну бывает. И на этом все должно было закончиться, но вдруг Кочерышка со своими друзьями начал по приколу дразнить зомби-панка тем, что он картавый ни за что. Еще спустя какое-то время он сделал опросы насчет разных тем русского комьюнити ПВЗ. И одним из запросов было то, что является самым большим позором года, где был вариант, что самый большой позор был у Хвава из-за различных конфликтов, включая конфликты, связанные с людьми из моего сообщества. После чего Кочерышка написал панку в личку, чтобы разобраться. В ходе чего Хвав сказал, что зомби-панк что-то о себе возомнил. Что, блин? Он просто провел опрос и высказался насчет Кочерышки. Критика и прочая оценка чего и кого-либо не является признаком завышенной самооценки. Завышенная самооценка — это когда, например, человек хочет запретить высказываться, но я имею в виду в пределах моральных норм, всем остальным по причине сначала добейся, потом убейся, или того, что человека не спрашивали, что каким-то образом должно запрещать человеку оценивать творчество по мнению некоторых людей. И что Хвав, кстати, любит делать. Да и вообще я заметил, что он довольно много обвиняет других людей в чистость, когда это он самый высокомерный человек был за комьюнити. Далее Хвав очень нетерпеливо просил зомби-панка ответ на вопрос, кого он унижал, говоря, что панк уворачивается от вопроса, хотя он собирался ответить. И после краткого ответа от зомби-панка он еще выдал то, что он, оказывается, мне ничего не сделал. И тут вообще непонятно, в чем смысл пиздеть, если для опровержения этих слов нужно всего лишь открыть глаза и оглянуться вокруг. Вот, например, сделал человек видео про мое видео, и это был самый популярный комментарий под ним. То есть последствия были видны везде, и на протяжении этого видео я уже дал понять, что подобное внимание было очень неприятным. Кроме этого, он сказал, что не имеет ко мне зла. Ну так ясен хер, что он не имеет ко мне зла, ведь не я агрессор в этой ситуации. Ну и насчет поста, я же не говорил, что Кочерышка кинул мне страйк. Я сказал, что это сделали люди из его компании. И по факту так и есть. Причем, если бы Кочерышка обо мне никогда не говорил, то я бы не был их целью, поэтому его упоминание здесь уместно. Да и тем более, например, когда он говорил о рейдах Делириума, он упоминал меня похожим образом тоже, когда я в них не участвовал. Бля, сейчас расскажу нахуй. На сервере Fado Review было 18 человек, а может не 18, я не уверен, я уже не помню точное число, но те, кому я эту историю рассказывал, я ее вроде даже рассказывал на стримах, те знают. У него было на сервере что-то типа, от 15 до 25 человек, пусть так. И угадайте, сколько из них было друзей PlayAlexF. Я не помню, честно, я не помню, больше 10 было, блять. Почти половина, нахуй. Твинки, блядь, его друзья, его, блядь, друзья друзей, какие-то рандомные челы, которых он зачем-то позвал, которые там нихуя не писали, но зачем-то зашли, блядь. А также не забывайте, что я уже сказал насчет ситуации с Хвалом и его друзьями до этого. Далее, после того, как Панк сказал, что Кочерышка неправильно понял слова Бяки, Хвав сказал, что не поднимал эту тему больше года после того, как перестал общаться с Бякой. К чему это вообще? Какая нахер разница, сколько времени он ее не поднимал, если в итоге после этого времени он ее поднял? Ну а также он сделал какой-то абсолютно неуместный комментарий не в тему. В итоге, зомби-пак написал несколько больших сообщений, и вместо того, чтобы на них ответить, Кочерышка ушел из разговора и начал вместе со своими друзьями писать ему хуйню в Телеграме. То есть он сам пришел разбираться и в итоге ливнул, когда оппонент написал большие сообщения с аргументами против его личности. Видимо, Хвав не смог вывести разговор с картавым школьником. Кстати, иронично, что до этого зомби-панк говорил это. Ну, лично мне, я думаю, лучше тебе отвечать, типа, я тебя никогда, я с тобой до конца, даже какие-либо разоблачения на тебя не снимают, я как бы тебя всегда пойму. Вот как вещи теперь перевернулись. Хауо Тенвай — это быдло, которое использует свою власть, чтобы вредить невинным людям ради веселья.
Конечно, на стримах на подобное шоу может быть интересно смотреть, но быть участником подобного самому совсем не весело. Поэтому ни в коем случае не стоит возводить подобного человека в кумиры. Моя ситуация показывает то, как люди могут начать издеваться над человеком просто потому, что это смешно. У этих людей нет никаких моральных ценностей, и им просто нужен любой повод, чтобы кого-либо затравить. Поэтому они не будут разбираться и просто будут следовать за толпой. Им плевать на других людей. Для них главное только их собственное развлечение, ведь издеваться над людьми — это так смешно. Эти люди лицемерные мрази. В каких-то моментах они могут показаться абсолютно нормальными, но стоит в их глазах авторитетному человеку начать делать что-то плохое, и они станут следовать за ним. Я вообще заметил, что часто общество уважает людей, которые ведут себя как быдло и на всех наезжают. Хотя должно быть наоборот. В людях должны ценить доброту, эмпатию. Те болванчики, которые поддерживают травлю невинных людей ради веселья, не понимают, что их вред обществу может в итоге обернуться плохо для них самих. Ведь все в этом мире связано, и то, что они поддерживают, в итоге может навредить и им тоже. Все это не просто про Хвава. Подобное случалось не только со мной, но и многими другими людьми в интернете и за его пределами. Этим видео я хочу обратить внимание на эту проблему. Конечно, в этом комьюнити мало адекватных людей, но это и не важно, ведь это видео я сделал для оставшихся адекватных людей, и моя решимость сильна как никогда. На самом деле уже давно Чарышка почти меня не трогал. Я мог ничего не делать, я мог промолчать, но я решил идти до конца, потому что я один из малого количества людей, у которого есть столько доказательств и аргументов против Хвава. Поэтому я не могу так просто все взять и оставить. Я должен показать это всем, и я отлично понимаю, что я в меньшинстве, но я бы скорее предпочел, чтобы меня захейтили, чем промолчать как трус, тем более не в первый раз уже. Если вы неравнодушны, вы можете поделиться этим видео с другими, можете разослать это видео по разным дискорд-серверам или другим подобным местам. Вы также можете поделиться этим видео, сделав пост в сообществе, даже если у вас 20 подписчиков. Любая, хоть и маленькая поддержка помогает. И еще вы можете использовать новую функцию хайпа, чтобы продвигать это видео. На этом все. Увидимся.